Близнецы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на сентябрь 2023 года. Посмотрим и проанализируем предстоящие события, постараемся грамотно для вас спланировать месяц, чтобы вы провели его максимально продуктивно и плодотворно. Но небольшое такое лирическое отступление. Ребят, не у всех расклады могут отыгрываться по Солнцу. Поэтому, если необходимо, смотрите по асценденту, изучайте, что с вами резонирует, какой знак в большей степени, и тогда вам это облегчит ситуацию, и вы сможете действительно грамотно корректировать свое будущее. Как рассчитать свой асцендент? Ссылку на это видео я оставлю в первом закрепленном мною комментарии. Поэтому, кому актуально, смотрите, изучайте, ну и делайте для себя выводы. А мы с вами приступаем. Итак, посмотрим, что же вам приготовил сентябрь. Общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт на этот период. Что же здесь по факту? Итак, общие энергии месяца у вас здесь ложится десятка чаш. Прекрасная карта, прекрасная энергия, которая говорит о ситуации радости, счастья, комфорта, праздника. Для кого-то это вопросы помолвки, для кого-то это свадьбы или просто семейные торжества. А также это могут быть приглашения на венчание, на свадьбу, на крещение, то есть на какие-то семейные празднества в кругу ваших друзей и близких. У кого-то это также вопрос примирения, восстановления отношений с вашими родственниками, особенно если были какие-то напряженные взаимоотношения. Поэтому это ощущение некого такого праздника, кульминации происходящего и действительно ощущение себя внутренне счастливым, несмотря на происходящее вокруг вас события. Конечно же, эта карта для каждого из вас может звучать в различной сфере. Поэтому давайте все-таки дотянем и посмотрим, в чем же она будет созвучна в большей степени. Здесь ложится аркан справедливость, она же правосудие. И дно колоды здесь падает аркан солнца. То есть действительно это счастливый, эмоционально наполненный период. Итак, для кого-то это юридическое оформление отношений, то есть это официальный брак. Или же, если вдруг у вас все шло к бракоразводному процессу, то есть это расстаться полюбовно, то есть по мировому соглашению. Ну а в целом это, конечно же, вопросы примирения, это справедливое отношение к близким, это выигранные суды, это в принципе выигранные процессы, это восстановление вопросов справедливости, радость и счастье от того, что ситуация, знаете, как обернулась вам на пользу. Если смотреть вопросы работы, здесь ложится аркан влюбленный. Карта, которая говорит о кооперации, о коммуникации, о взаимодействии. Здесь может быть работа на нескольких вакансиях, на нескольких должностях. Или, допустим, основная работа, и у вас может быть хобби, которое вы постараетесь монетизировать. Опять же, новые предложения, новые контракты. То есть в зависимости от того, в какой социальной среде вы находитесь, мы сейчас это просмотрим и изучим, для вас будут такие значимые знаковые перемены. Итак, для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может по ряду причин. То есть неработающие пенсионеры, домохозяйки, мамы в декрете или неработающие студенты. Для вас этот аркан говорит о поддержке вашего рода, о поддержке семьи, о финансовой обеспеченности со стороны семьи. И опять же, влюбленные — это получение денег из двух источников дохода. То есть, допустим, какие-то официальные госвыплаты, будь то пенсии, субсидии, дотации, стипендии, выплаты на ребенка и финансовая помощь со стороны ваших близких. Поэтому для вас этот месяц, назову так, будет действительно плодотворным. Если анализировать ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, что же здесь по факту? Опять же, посмотрите, влюбленный и аркан жрец. Это вопросы стажировки, обучения, возможно, за счет предприятия, но это получение той работы, которую вы хотели, к которой вы стремились. Тем более, обратите, насколько знаковая для вас сфера работы. Тут фактически даже на уточнение идут одни старшие арканы. Поэтому очень продуктивный месяц. Если анализировать ситуацию для наемных сотрудников, королева мечей. Королева мечей — это ситуация, когда проходит какая-то конкурсная основа. То есть вас проверяют, вас оценивают, к вам скрупулезно относятся.
подают оцениванию все, от качества работы, уровня профессионализма, внешнего вида, и сопоставляют, сравнивают вас, допустим, с другими конкурентами. Почему я это говорю? Потому что по этим картам будут оценивать перспективы продвижения вас по карьерной лестнице. Это не значит, что это состоится и произойдет в сентябре, но уже, скажем так, первые звоночки к этому вы точно прочувствуете и услышите. Поэтому будьте здесь начеку, так сказать, не облажайтесь, не подведите сами себя. Если смотреть ситуацию для тех, кто владеет собственным делом, то влюбленные, тройка пентаклей. Это много заказов, это много контрактов. Это по картам, смотрите, возвращаются клиенты, допустим, которые с вами давно не коммуницировали, не взаимодействовали. Это развитие вашего дела, это известность, это привлечение новой клиентской базы. То есть вы, благодаря тому, что скрупулезно относитесь к производству вашего продукта, к предоставлению услуг или ваших товаров, действительно будете на слуху у всех. Это будет востребованность, и могу сказать, более того, действительно работа кипит. Скучать вам здесь точно не придется. Если мы будем оценивать перспективы финансов, здесь ложится девятка жезлов. Могу сказать так, сама по себе карта, она говорит о ситуации, о том, что здесь деньги есть, но вы не будете их тратить, потому что по девятке жезлов это карта защиты, как сэкономить, на что-то отложить. Давайте посмотрим, с чем это будет связано. Вот видите, колесо фортуны. Деньги здесь приходят, но они вам нужны будут для каких-то мега глобальных целей. То есть у кого-то покупка авто, у кого-то инвестиции, у кого-то переезд, может быть путешествие. Но здесь вы себя будете ограничивать в течение сентября, как я говорю, ради глобальной цели. Для кого-то может быть идея фикс, все, вот хочу полностью, скажем так, поджать пояса и все, и закрыть в следующий месяц ипотеку или какие-то долговые обязательства и кредиты. Но месяц у вас здесь действительно продуктивен. Смотрим вопросы здоровья. Что же здесь? По здоровью падает аркан Луна. Вот здесь карта двоякая. Объясню почему. Потому что для тех, кто у нас ждет вопроса пополнения рода и семьи, она, конечно же, продуктивна. Она говорит о перспективе зачатия ребенка, да, то есть, а у кого-то может быть и деторождение. Поэтому здесь она идет со знаком плюс. И если для вас тема деторождения не актуальна, то тогда рекомендую обратить вам внимание на гормональный фон, обратить внимание на вопросы кровотока и лимфотока, потому что, к сожалению, с этим могут быть проблемы, может быть излишняя отечность, причем это актуально как для мужчин, так и для женщин. И, пожалуйста, акцент на вашем психоэмоциональном состоянии. Много стресса, много переживаний, и по королеве монет это связано с деньгами, с ресурсами, поэтому вам нужно, я понимаю, что у вас тут какая-то мечта, какая-то идея, но не изводите себя. Нужно больше отдыха, больше восстановления и стабилизировать психоэмоциональное состояние. Смотрим вопросы личной жизни. Рыцарь мечей. По рыцарю мечей это, как правило, в какой-то степени может быть проявлена конфликтность, ваша агрессивность, потому что это не по отношению к вам, это вы так себя ведете по отношению к социуму. Что послужит этому причиной, мы сейчас посмотрим. Итак, для тех, кто у нас сейчас свободен, как для вас будет отыгрываться данный аркан? У вас по четверке жезлов это будет связано с тем, что к вам будут идти знакомиться одни несвободные товарищи или барышни, то есть женатики, да, или замужние, или те, кто просто уже состоит в отношениях. И вас эта ситуация, конечно, будет выбивать из колеи и доводить до такого эмоционального накала страстей. Почему? Потому что по тузу жезлов человек у вас действительно будет вызывать неподдельный интерес, эмоциональную, сексуальную тягу, но вы будете понимать, что нет, это не до пальто, и я не хочу влазить в такие отношения. Кто уже у нас состоит в любовных треугольниках, то здесь по семерке чаш идет ситуация и понимание, я бы сказала, скорее всего, осознание того факта, что вы во многом идеализировали своего партнера или партнершу. И речь здесь о любовнике или о любовнице. То есть, допустим, если вы женаты или замужем, это речь не о ваших там супругах, супруге или вы поняли меня, супруг или супруга, да? Это речь о любовнице. И вот здесь будут идти конфликты. Почему? Потому что будут спадать шоры с глаз. Будет идти некий такой момент осознания, понимания и разочарования в этих людях.
Сейчас даже посмотрю, что. Почему? Потому что по десятке жезлов вы понимаете, что эти отношения для вас являются обременяющими, не приносят вам радости, приносят в большей степени проблем. И человек вас в какой-то степени начинает уже донимать, или, если, скажем так, на сленге, вымораживать в каких-то уже моментах, ситуациях и нюансах. И вы будете для себя понимать или осознавать, а не пора ли это все прекратить. Если же вы в стабильных союзах, какова здесь будет ситуация? Каково течение событий? Ох, а вот здесь по тройке мечей нож в спину, да, ситуация разбитого сердца и конфликты. Сейчас будем выяснять, почему. Не обязательно это вопросы измены. Сейчас будем смотреть, это может быть просто влияние, вмешательства третьих лиц. И как мы видим по королю мечей, так оно и есть, потому что здесь на ситуацию будут влиять родственники. Здесь ситуация не про любовников или любовниц, это вмешательство третьих лиц, советов вашего окружения, которые могут каким-то образом искажать информацию и некорректно доносить ему, вашему партнеру или партнерше. Как следствие по двойке жезлов создавать двоякую ситуацию. Единственное исключение здесь может быть момент попытки бывшего партнера или партнерши каким-то образом проявляться к вашей второй половине. И вам здесь нужно будет четко, молниеносно обозначить ситуацию, позицию и, скажем так, отбить все нападки ваших конкурентов, да, обозначить эту ситуацию, то есть не дать возможности прецеденту развиться любовному треугольнику. Если мы будем смотреть ситуацию, то есть рекомендация на месяц, здесь ложится десятка мечей. О чем она конкретно у нас здесь говорит? Десятка мечей – это завершение каких-либо процессов. Это жирная точка. У кого-то это будет связано, как я говорю, вот вопросы любовных треугольников определиться, да, у кого-то не дать возможности возврата, то есть вернуться, а для кого-то просто десятка мечей – это закрыть для себя прежний цикл. Ну, допустим, вы можете понимать и осознавать, что вам нужно прекращать образ жизни свободного художника и идти работать по найму, или же сама по себе ситуация, опять же, влюбленные, может быть ситуация выбора в плане работы, определиться, какую вакансию вы хотите. То есть в чем-то это могут быть болезненные решения, но для вас они будут продуктивны и необходимы. Смотрим и анализируем ситуацию неожиданности на этот месяц, на этот период. Что у вас здесь? Сад, ключ, коса. И дно колоды собака. Для вас это может быть ситуация смены вашего окружения, причем резкая, значительная. Например, вы пошли на какие-то курсы, на какие-то тренинги, и идет вопрос духовного, личностного роста, переоценки системы ценностей, переосознания. Как следствие будет меняться ваше окружение. С кем-то вы будете общение сводить на нет, а с кем-то наоборот стараться его развивать, к этим людям тянуться. Опять же, для многих может идти смена коллег в вашем коллективе. Кто-то уволился, кто-то ушел, или кто-то наоборот новый пришел. То есть это вопросы адаптации к новым людям и становления взаимоотношений с ними. Поэтому вот так, а здесь на самом деле для вас месяц очень-очень продуктивный. И закроем мы его с вами таковыми арканами, чтобы он для вас шел только в плюс. И эти перемены благоприятно отразились на вашей жизни. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать. Напишите мне, как для вас отыгралась эта информация. Созвучна ли она с вами? Какие перемены в вашей жизни происходят или уже произошли? Ну и в принципе важно понимать, да, резонирует с вами эта информация или нет. Поэтому буду вам признательна за энергообмен. Благодарю каждого из вас за ваши лайки, комментарии, донаты, за ваши подписки. Если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые постараются изменить вашу жизнь в лучшую сторону.